как постепенно вот мы делаем возможным все то, что описывалось в сказках. Самолет — это ковер, самолет. Вот это средство коммуникации, это тоже волшебное зеркало. Можно есть это самые первые вечные люди, да, и нам просто готовится к очень длинной карьере, в которой нужно научиться очень много. Просто даже страшно, насколько нет границ, насколько можно вообще сделать все. Если машина бы нужно было за нами доделывать всякие дела, что мы не делаем, мне кажется, бы сочиняли стихи. Легче это вообще, по-моему, не про Петербург. Тут все всегда сложно, по-настоящему. То, что я делаю со словами, это скорее все-таки языковое искусство, нежели поэзия. Медиапоэзия — это такая совершенно необходимая вещь, это такой перевод литературы в современность. То есть это такой способ делать литературу при помощи всех существующих технологий. Можно делать романы в социальных сетях, можно использовать движок игры как мир, в котором можно заселить героев и расставить произведение искусства или рассказывать стихотворение. Конец буквы О. То есть вот я слышу какие-то звуки, фразы, смыслы, я их соединяю не в синтаксическом порядке языка, здесь подлежащее, здесь сказуем, а вот так, как мне хочется. Это ужасно важная для меня вещь, что к самым серьезным вещам нужно относиться как к чему-то игровому. Мне в персонаже прежде всего интересно то, как он говорит, то, как он себя формулирует. И вот это такое озвучивание Вселенной, вы, что ли, управляете, дирижируете вот этой самой музыкой Вселенной в настоящем и в прошедшем времени. Здесь есть несколько дорожек, здесь есть солнечный ветер, здесь есть сигналы спутника, здесь есть переговоры Королева с Гагариным, здесь есть «Война миров» Уэллса, которую слушатели действительно восприняли как захват Земли марсианами. Эта работа управляется так. Левой рукой вы управляете шумами, правой рукой вы управляете звуком переговоров. Мы находимся еще довольно далеко от вот этой ситуации, когда мы не будем разговаривать, и просто ты пошлешь мне импульс, я сразу же пойму о чем-то. А как тогда врать? Я вот хотела быть водителем троллейбуса, потому что мне казалось, что не может быть, что вот можно смотреть на город, и это твоя работа. И вот кажется, чем больше я нахожусь здесь, тем больше вот меня этот город совершенно заглатывает. Еще мне кажется, что, наверное, я здесь необходимее всего. Там есть определенный какой-то запрос на то, что ты можешь сделать, находясь в России. Ты все время должна говорить об авангарде и протестных движениях. А вот здесь, вот фактически прямо так руками строишь мир. Но это очень затягивает. Если бы человеческое общество управлялось искусственным интеллектом, если представить себе, что это некая сущность, у которой нет материальных, политических и других интересов, которые поступают по заранее заданной справедливости, супер, вот это было бы здорово. Конец всего. Нужно очень много говорить о современном искусстве, о современной философии, о том, как можно использовать технологии для выражения идей. Об этом обязательно нужно говорить. Я не понимаю, почему дети должны учиться. Мне кажется, что дети скорее даже, наверное, должны играть. А учиться как раз должны взрослые и бесконечно постоянно. Это одна из моих жизненных программ. Каждый должен быть художником, хотя бы немного.